Всем привет! Вы вновь на канале Блог ЖД Фотографа. С вами, как всегда, неподражаемый, великолепный и самый скромный ведущий этого шоу Игорь Абросимов. Мы сегодня находимся с вами в Саратове, что можно легко понять по вот этой скульптуре, украденной всеми российскими городами в Москве, которая представляет собой галочку с сердечком и надписью «Я люблю, вставьте имя города». Около аэропорта здесь классное благоустройство, которое я совершенно не ожидал увидеть. Мне казалось, что сейчас мы выйдем из самолета и попадем в какую-то степь, где мимо нас катается перекати поле. Однако здесь на самом деле довольно современное благоустройство. Например, они высадили дикие травы. Илья Варламов бы точно одобрил. Посмотрите на эту прекрасно уложенную плитку и на эти стильные светильники. Даже в Москве не везде можно такое увидеть. Учись, Собянин. Это что, нормально сделанная платформа для пассажиров с хорошим пандусом для тех, кому нужно везти свои колесные сумки на электричку? Мы находимся в Саратове на площади железнодорожного вокзала. И за моей спиной вы видите троллейбус ПК транспортной системы модели «Адмирал». Это суперсовременный троллейбус с увеличенным автономным ходом, то есть он может ехать без проводов довольно долго, хоть пол маршрута. Такие троллейбусы закупил Саратов в количестве 1,5 десятка штук. Также они есть в Санкт-Петербурге и в Иваново. А еще их могла купить Москва вместо электробусов с дневной зарядкой. О, нифига себе, Скания, снимай. За моей спиной крутая редкая Скания, внезапная встреча. Она напердела прямо мне в нос. Это скандинавский автобус. Фу, какой он вонючий, кошмар. Зато это Скания. Где вы еще такие увидите? Понятия не имею. Пишите в комментариях. Мы едем в троллейбусе номер 1364. Это Трольза Мегаполис, переданный из Москвы в 2019 году. Раньше троллейбус носил номер 7150 и работал прямо рядом с моим домом, на Таганской улице. Троллейбус сохранился в довольно неплохом состоянии. Однако, интересная особенность этого троллейбуса в том, что прямо из салона можно наблюдать заднее колесо. А что, очень удобно. Казалось бы, троллейбус новый, но прокатиться в нем все равно ностальгия, потому что в Москве таких троллейбусов уже не осталось, как и вообще любых троллейбусов. За моей спиной трамвайная линия от проспекта Энтузиастов до конечной площади Орджоникидзе. Здесь потрясающие трамвайные пути. И самое главное, что трамваи здесь даже не сходят, несмотря на то, что здесь такие огромные дырки в стыках. Хотя на самом деле это огромная загадка, как они вообще здесь ходят. Благо, что работают здесь только ГТМ-5. Бывшие московские Татры не стали сюда направлять на верную смерть. Я стою рядом с автобусом Икарус 415. Это один из главных пунктов для посещения Саратова. Автобус бывший «Москвич» и передан сюда где-то в 2010 году. Но все подробности о нем вам расскажет автобусный эксперт. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите на... С вами Автобус Мастер, и мы нашли его. Это Икарус 415. Уникальная машина. Такие машины поставлялись в город Москва. Данный экземпляр построен в 1998 году. С завода поступил он в 16-й автобусный парк, впоследствии филиал Южный. Правда, в нем он уже, конечно, не работал, так как данная машина в 2010 году была выкуплена в Саратовскую область. Ну, первое, что бросается в глаза, он заднемоторный. В отличие от Икарусов 200-й серии, у которых мотор находится в средней части в полу. В связи с чем у него пониженный уровень пола. Он не низкопольный, нет, конечно, в нем есть ступеньки, но они гораздо ниже. Тем самым посадка в нем все-таки более удобная с земли, чем в обычном 280-й. Одна из его особенностей – это более узкие створки задней двери. При этом передние створки и средние двери стандартной ширины. Ну и в качестве подтверждения моих слов о годе постройки, собственно, заводская маркировка на стекле задней двери. Вот. Тоже, вот, пожалуйста, отличительная особенность — оригинальный Рабовский мост.
А знаете, что еще есть в Саратове? Уникальные икарусы-гармошки. 283 и 280, несколько штук. Но их под забор поставили неделю назад. Прямо как в Новосибирске с ЧС-2. И в Нижнем Новгороде с РВЗ-6. И в Смоленске с Мерседесами-гармошками. Кстати, все эти ролики смотрите по ссылкам в описании. Мы находимся с вами в Князевке. Посмотрите, какой здесь классный вид. Где еще можно в России снять Икарус 415 в сельском антураже? В общем, интересный, на самом деле, автобус, конечно. От него такие двоякие впечатления. С одной стороны, очень здорово, что он жив. И большое спасибо тем, кто его сохраняют. С другой стороны, конечно, он себя изжил за более чем 20 лет. Как вы думаете, каких трамвайных вагонов в Саратове больше всего? Правильно, КТМ-5 и КТМ-8. Ну вот еще с недавнего времени московский Татра. Кстати, несмотря на то, что пути здесь довольно убиты, вагоны ходят быстро. Не то, что в Курске, где вагон не ходит от слова совсем. Вспомните вот это видео, которое сейчас появится в подсказках. Мы находимся на Огородной улице, и за моей спиной вы видите трамвайный вагон Татра Т3, переданный из Москвы в апреле 2021 года. Привет, трамвай! 304-66, даже номер не успели поменять, оставили московский. Таких вагонов было из Москвы передано около 3 десятков, и в одном из них мы решили прокатиться, чтобы посмотреть, насколько они стали убитыми за полгода эксплуатации. Надо сказать, что сами вагоны пока еще не успели развалиться в хлам. Но при таком состоянии путей это произойдет довольно скоро. Я думаю, уже через год они все будут сыпаться точно так же, как в Туле и в других российских городах. Друзья, мы едем в вагоне КТМ-5. Это шедевр советского трамваестроения. Выпускались эти вагоны с конца 80-х до середины 90-х и заполонили практически все русские города. Нижний Новгород, Новосибирск, Саратов, Смоленск. И всех городов не перечислить, куда поставлялись эти страшные ужасные вагоны. Они огромные, красные, у них 3 двери и гофрированный кузов. Посмотрите на это уютные деревянные сиденья, на эти прямоугольные плафоны, на эти страшные раздвижные двери, которые с лязгом готовы засосать вас в свою бездну. О да, этот звук. Вот такой вот он КТМ-5. Мы едем по одной из междугородних троллейбусных линий через Волгу, из Саратова прямо в Энгельс. Эта линия была открыта в июле 2021 года. Надо сказать, что междугородний маршрут в Саратове вовсе не новый. До 2004 года здесь работала «девятка», но ее закрыли. А сейчас вот взяли и восстановили, но уже под номером 109. Это уникальный случай, когда в России троллейбусная система не закрывается, а открывается. Можно только поздравить саратовцев и энгельсцев. А Собянину передать привет. Привет, Сергей Семенович. Мы находимся у проходной завода Тролза, некогда известный как ЗИУ, что расшифровывается как завод имени Урицкого, который построил такие знаменитые модели, как ЗИУ-5, ЗИУ-9, ЗИУ-10, Тролза Мегаполис, Тролза Оптима. А начиналось все очень просто. В далеком 1951 году сюда было перенесено производство Стушинского авиаремонтного завода небезызвестных троллейбусов МТБ-82. В 1992 году
была проведена приватизация завода, и он стал, собственно, ЗАО «Тролза», что шифруется как троллейбусный завод. В 2019 году «Тролза» признано банкротом, и предприятие было ликвидировано. На текущий момент здесь базируется уже предприятие ПКТС, подразделение по производству троллейбусов. И таким образом завод «Тролза» навсегда ушел в историю. За моей спиной вы видите красивейший мост, который ведет из Саратова в Энгельс. Как раз по нему-то мы, собственно, ехали на троллейбусе. Этот мост был открыт в 1965 году. Его длина составляет почти 3 километра. Он состоит из 18 секций, самая длинная из которых имеет длину 166 метров. На мосту 3 автомобильных полосы и 2 небольших тротуара. Как видите, это очень красивое инженерное сооружение, которое вдобавок еще подсвечено разными цветами. Это вот такая вот визитная карточка Саратова, на которой можно любоваться всю ночь. Странный трамвай, он очень подозрительный. Он не вызывает мне доверия. Это вроде бы трамвай, а вроде бы не трамвай. Он больше похож на дрезину. Ну, экипажная часть у него явно не трамвайная какая-то. Я тебе говорю, это вот от вагона. Скорее всего. Бангладешский это просто. Бангладешский, это точно. Ему видно, что он бангладешский. Ты мне скажи, откуда они возьмут старый вот трамвай 30-х годов? Естественно, они собрали из говна и палок. Как это? Я его слепила из того, что было. А пока мои эксперты обсуждают, что это за странный такой трамвай, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Этот вагон настоящий или нет? Если настоящий, то какая у него модель? А если нет, то по мотивам чего он сделан и из чего он сделан. Вот такой вот интересный объект здесь в Саратове. Доброе утро! Мы с вами продолжаем поездку по Саратову, и сегодня второй день нашего огромного путешествия. Мы находимся на перегоне Багаевка-Буркин, Приволжской железной дороги. Перегон этот интересен, во-первых, тем, что здесь есть красивые места для съемки неподалеку от Саратова, а также огромным уклоном, из-за которого грузовые поезда здесь ездят с подталкивающими локомотивами. Давайте же разберемся, что интересного здесь ездит по железной дороге. Во-первых, электровоз V80S, которые всем ужасно надоели. Почти все они педованные, за редким исключением. Также новые электровозы 3С5К фирмы «Нефтетранссервис». Это большая редкость. Мы даже сегодня видели один из них, но сфотографировать в нормальном месте не получилось. И главный гвоздь программы – электровозы ЭП-1 приписки депо Саратов. Их особенность в том, что они здесь почти все красного цвета. Их почему-то не красят здесь в корпоратив, поэтому они радуют глаз даже сейчас, в 2021 году. По расписанию должно было быть 3 пассажирских поезда. И мы поехали их снимать сюда, на этот перегон. Правда, мы проспали и благополучно профукали первые 2 поезда. Они поехали как раз тогда, когда мы были в ужасных местах. Да, в лучших традициях. 2 электровоза, которые снять не получилось, были красивые красненькие, а последний облезлый и выцветший. Фу, таким быть. Надеюсь, что его отправят на завод и освежат красочку. Кстати, доехать на этот перегон довольно сложно. Электричка из Саратова уходит в 7 часов утра, и нам пришлось ехать на такси, а потом еще пешком идти целых 3 километра. С уловом в виде облезлого ЭП-1, а также кучи педованных V80S мы покидаем перегон Багаевка-Буркин и возвращаемся в Саратов. А Приволжская железная дорога получает от меня 8 кирпичей из 10. 2 балла снял за то, что все электровозы V80S перекрасили в свой корпоратив и нарисовали им на мордахах уродский оранжевый прямоугольник. Ненавижу прямоугольники. Ух, прокачу, разрази меня гром, будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса.
такой интересный аппарат мы внезапно обнаружили в Саратовской области, в селе Александровка. Он находится на каком-то учебном полигоне, ОМОНовском или СОБРовском, бог его знает. Наверное, проживет он недолго. Но зато интересно в нем побывать. Можно посидеть за баранкой. Можно обнять автобус. Можно посидеть в салоне автобуса. Можно попрыгать на задней площадке. И, конечно же, прикоснуться к его аппетитным круглым формам. Да, этот ИАЗ-677, как я его ненавидел все детство, когда ездил с Сергиева Посада на дачу в задавленном состоянии, когда автобус набивался прямо с автовокзала. И так и ехал до Бубякова, где я был как селедка в банке. Но с годами понимаешь всю ценность этих моментов. Ах, 30 лет, 30 лет. Поехали дальше. Гуляя по Саратову, мы обнаружили здесь редкие автомобили. Ассенизаторная машина на базе ГАЗ-52. Что это за зверь такой, вам расскажет наш новый эксперт по грузовикам. В студию! Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Джо, я новый эксперт по грузовикам. В данном ракурсе у нас находится Газон 52. Их начали выпускать в далеких 60-х годах и выпускали вплоть до середины 90-х годов. Когда в Германии уже были новые МАН 2000, новые Актросы, в России выпускалась вот это вот. Какая прекрасная кабина. Помню, в детстве с дядей мы ездили вот на таком вот, ну, будем называть его говновозе. Запах там просто непередаваемый, особенно во время работы. Во время работы вот этого вот пылесоса. Это вакуумная машина, расположена на коротком шасси. Какие ностальгия прям. Ну и, соответственно, запашок у этой машинки, ну так себе, честное слово. Но машинка хорошая, мне очень нравится. Она прям такая, знаешь, такая родная, прям такая. С вами был эксперт по грузовикам. За моей спиной стоит крутой служебный вагон КТМ-5. Для чего он нужен, я понятия не имею. Саратовцы обязательно напишут в комментариях. А у нас через 1,5 часа поезд на Москву, поэтому время подводить итоги. Что касается трамвая, то здесь все очень плохо. Дело в том, что вагоны все практически старые и рельсы убитые. Разве что сюда завезли вагоны из Москвы. Завезти-то они завезли, а вот инфраструктуру для этого не подготовили. С троллейбусами дела обстоят гораздо лучше, в основном благодаря материальной помощи из Москвы. Основу парка составляют новые низкополы, мегаполисы, сварзмазы, а также БКМы 321 и пердящие мотоциклисты. В них ездить приятно, а также это чувство ностальгии по нашему московскому троллейбусу. Что касается автобусов, то, как ни странно, здесь довольно мало маршруток, а также странный чувак, который ездит по тротуару на автомобиле. А что касается автобусов, то здесь целый зоопарк. На удивление, здесь не так много маршруток, хотя они есть. Почти нет пазиков в маршрутном движении, но при этом здесь, как я уже сказал, целый зоопарк автобусов, основу которой составляют мерседесы. Также здесь есть некоторое количество лязов 52-56, некоторое количество лязов 52-92, причем как новые, так и бэушные. Есть, конечно же, МАЗы 103, 107 и вот самые те крупицы, что мы с вами смотрели, это Икарус 260, Икарус 415, 280 серия, 283 Икарус. К сожалению, последние уже не в ходу, так как дачный сезон закончился, но это не означает, что им хана. Так сказать, в следующем году приезжайте весной и ловите их на линии. За моей спиной железнодорожный вокзал Саратов-Пассажирский, а также памятник Железному Феликсу, где мы спрячем нашу призовую карточку. По иронии судьбы, на призовой карточке изображены московские трамваи «Татра», которые как вживую, так и на этой картинке переезжают в Саратов. Поехали! И сегодня я положу ее именно под этот кусок плитки. Кто найдет эту карточку, получит от меня, как всегда, единственный в своем роде, уникальный, красочный набор открыток с троллейбусами, поездами, нужно подчеркнуть. Саратов получает от меня 9 троллейбусов из 10. 1 балл пришлось снять за такую себе городскую среду. Но всего 1, потому что такая же городская среда во всех городах России. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, рассылайте это видео своим друзьям, потому что без вашей активности оно упадет на YouTube. Также вот эти прекрасные видосы обязательно смотрите, которые я старался снимать и монтировать для вас. С вами был блог ЖД-фотографа Игорь Абросимов. До новых встреч!